Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, сегодня мы с вами с нашим суровым Эйреном проведем еще одну лекцию. Вопросы ведьме и мои ответы. Кажется, 6-я часть должна быть. Не буду каждый раз говорить, почему я это снимаю, но так или иначе эти вопросы касаются меня. Потому что когда снимают, делают намек в мою сторону или напрямую обо мне, или пытаются обсудить мои работы, обнулить мои труды и так далее. Это все вопросы ко мне. Я с некоторых пор решила не игнорировать, а просто отвечать. И вы знаете, что самое интересное? Я начала отвечать. Я вот долго молчу, мне некогда, плевать, неинтересно. И вот льется эта грязь. А потом встаешь с места и начинаешь их ставить по углам, раскидывать. И все, и молчание. Вопросы закончились. То есть вот та самая шарманка, которая крутится постоянно, пользуясь тем, что ты не обращаешь внимания, эта шарманка настолько скудная, настолько бедная на информацию, что стоит тебе просто взять и ответить на это все. И все. Сказать уже и нечего с той стороны. Вопросы закончились, понимаете? Вот почему говорю, что иногда и враги полезны. Они могут очень стать таким стимулом в какой-то момент. Иногда не хочется какую-то тему обсуждать, некогда, откладываешь, а тут раз и пришло. И берешь, и снимаешь, и проясняешь для себя и для других. Одним словом, от них тоже есть польза. Я выставила у себя в сообществе про одного человека, который очень стремился в магию и даже спрашивал, может ли он этим заниматься. И я ему сказала, что он может быть хорошим психологом, может заняться философией. Интересный молодой человек, но магия не для него. И я уже об этом говорила. Через некоторое время я увидела просто копию моих работ, копию моего канала. Знаете, мы все пользуемся книгами, источниками. Историю же мы не пишем от себя, мы читаем исторические книги, читаем древние источники современных писателей. Карамзин, например, пользовался древними источниками и написал, воссоздал историю государства российского. Понятное дело, что мы пользуемся источниками, но пользуемся источниками на этой почве, создаем свое. Если я сейчас возьму и сдам «Войну и мир» и скажу, по своей фамилии, какая разница? Она общая, это общий источник, я имею право... Это я написала, просто написала точно так же, как Толстой, я также пишу, это мой стиль. Или возьму, например, имена, поменяю главных героев. Вместо Пьера Безухова там напишу каким-нибудь, не знаю, Петр Ухатый. Понимаете? И выставлю. Это я написала. Там Пьер, а у меня Петр. Какие претензии? Там Наташа Ростова, а здесь, не знаю, Марина Астраханская. А что тут такого? А докажите. А Толстого же нет в живых. И судитесь со мной давайте. Понимаете, если вот такой логикой жить, такой наглой логикой, то я не знаю, основа мира
пошатнуться, потому что мир стоит на честности, на порядочности людей. Авторское право существует. Много чего существует, то, что не твое. Потому что стать ведьмой и колдуном, просто кого-то копируя, ну, ничего не стоит. Я не хотела дальше развивать эту тему. Я просто сказала, чтобы человек понял, что я прекрасно это знаю, и все это видят. И если у него есть хоть немного понимания и самоуважения, он должен перестать копировать меня, потому что это не есть правильно. Надо быть личностью, собой. Легко стать колдуном, просто пересказывая чужой материал. То, над чем ты не потел и не трудился, и ничего не отдал. Ну, мне уже сказали, что уже не раз там было сказано, что операции и прочее. Конечно, плата существует. Если ты ничего не отдал, берешь и, во-первых, никогда не понимала донаты выставления, честно. Это побирательство. Я это не понимаю. Я считаю, что если ты человек востребованный, к тебе столько ходит, что тебе нет нужды выставлять. Ну, хорошо. Ну, то есть, как можно моими знаниями зарабатывать? Как некая особа извинилась, потом удалила этот ролик. Они все такие, крысоподобные. Сначала, извините, простите, потом ролик удаляют, думают, все забыли. Нет, я сохранила этот ролик на всякий случай. Мое предсказание полностью человек скопировала, выставила и просит за это деньги. Отправьте вот на карту за то, что я вот посмотрела и предупредила, что будет в следующем году. Неужели вы думаете, что я такая дура, я не знаю, как надо зарабатывать, и вот вы такие умные, оказывается, вы догадались, а я нет. Если бы это надо было продавать, я бы продавала. Почему? Я дарю бесплатно, а кто-то берет и на этом зарабатывает. Очень шустрые, предприимчивые люди. Но за это потом, видите, операции всякие, прочие, плата уже начинается. Но люди не задумываются никогда, потому что тщеславные особенно люди, когда вот такие комплименты получают в свой адрес. Вот вы такой прекрасный, такой интересный человек, столько знаний, какой вы прекрасный мастер. Тщеславие. Они прут уже на наглиже. Завтра будут и про чертиков, завтра будут и про куклы, я уверена. Есть, вы знаете, так включается наглость. Когда человеку плюют в лицо 1 раз, 2 раза, 3 раза, у него уже, как там, божья роса, да, плюнули на лягушку, а божья роса, дождь пошел. То есть он же становится таким наглым, думает, ну, терять нечего, иду ва-банк. Буду снимать, пока отстану, но зато все, что сниму, потом люди будут думать, что это мои знания. Я сказала, что мне больше нечего сказать этому человеку. Мне просто скопировали, скинули текст. Вот сейчас в Ютубе есть, что там сказано. Я выбрала некоторые вопросы из 2 роликов, в которых самооправдание и, знаете, самовосхваление, и человек сам себя убеждает в том, что он прав. Такое ощущение, как он сам себя утешает, сам себе внушает, что он прав. Не прав, конечно. И силы все расставить на свои места. Значит, начнем. Самое интересное, что вот этот воздушный замок разрушился. Знаете, как Фаина Раневская сказала, под каждым павлиньим хвостом обычная куриная жопа. Так что поменьше пафоса, господа. И оказалось, вот этот павлиний хвост упал, и вот те лекции, которые очень интересно так поддаются, знаете, мои слова, мои лекции очень красиво так преподносятся, и вот хвалебные оды. Мне, конечно, как перепродаешь одежду там чужую, да, это я шью. А вот когда человек своими словами начал говорить, во-первых, я не жалею, что я об этом сказала, объясню почему.
Я сказала, кто понял, понял. Кто осознал, в следующий раз не так легко уже воровать, когда человек понимает, что за ним следят. Много кто будет защищать, вы молодец, это Хосрой, он на всех кидается, не обращайте внимания, это всегда так. Вначале они все так пишут, но в голове же осталось. Знаете, как на суде. Вот это снимите с протокола, прошу суд это не учесть. Да, с протокола сняли, но судья же это услышал. В голове осталось, и когда он будет судить, он обязательно будет иметь в виду и ту информацию, которую он услышал. Хочешь, пиши в протоколе, хочешь, не пиши. Или присяжные заседатели, вот эту информацию прошу не учесть. Да, не учесть, но они же услышали. Сомнение, которое ты сеешь, оно становится постепенно, дает корни. А сомнение... честные сомнения, настоящие, правильные сомнения. Потому что сколько бы сейчас не защищали, но все, кто услышал это, побежали на мой канал сравнивать. Пошли смотреть. Теперь намного тяжелее будет воровать. В том смысле, что будут все время сравнивать. Теперь начеку, теперь будут следить. Вот для этого было сказано. А ведь человек мог остановиться. Он понимал, что я это вижу. Но он решил, что, знаете, все. И играть так играть, по-крупному. И так получилось, что этот интеллектуальный молодой человек, когда перестал говорить моими словами и уже перешел на свои слова, к сожалению, лексика оказалась очень скудной и очень бедной. Я ожидала большего. Более полета фантазии и таких интересные беседы. А получилось очень скудненько, очень бедненько. Знаете почему? Потому что в отличие от тех лекций, здесь уже он говорит, а не моими словами разговаривает и рассказывает. И не мою жизнь преподносит как свою. И не мои истории жизни себе приписывает. Там-то интересно. Там я говорю его устами, а здесь он говорит. Поэтому здесь скудно. Здесь очень скудно, очень бедно. Очень, скажем так, лексика такая, знаете, ни о чем. Примитивно, да, сказано. Потому что здесь говорит он, а там говорю я. Там мои лекции, там мои слова, мои объяснения. Там, конечно, интересно, очень интересно. Там мысль, полет мысли, моей мысли. А здесь его мысли. И оказалось, что Раневская все-таки права. Вот этот павлиный хвост-то упал. Слушаем оправдание человека по поводу того, почему ничего страшного, если ты берешь чужое. Даже не просто берешь, а прям копируешь. Начнем. Молодой человек сказал, что он заметил, что он прям подсел на мой канал, день и ночь здесь сидел, слушал и поневоле начал подсознательно повторять за мной, копировать мой стиль, но вовремя остановился. Очень жаль, но вовремя остановленного человека я не вижу. Вы знаете, кто-то говорит, ну вы же даете информацию, что вы хотите, вы же учите, вот люди и делают, как вы говорите. Господа, я даю информацию работы для обычных людей и для практиков, если они есть, их очень мало. Обычный человек моими работами пользуется, меняет свою жизнь. Он может поделиться, он может показать свои алтари. Но он не говорит, это я сделал, это я придумал, это мое, мне дали силы. Он говорит, это работа Инги Хосроевой, я провожу. Вот мой алтарь, полюбуйтесь. Обычный человек, обычно это не значит, что и уборщица, и профессор, и врач, и учитель, это на один уровень для меня. Нет. Естественно, есть люди, представители сильных родов, есть люди с сильной интуицией, есть талантливые люди, есть простые люди, которые всю жизнь там за прилавком стоят, больше ничего не хотят. Разные есть. Обычно имеется в виду
Человек, которому нельзя заниматься колдовством, ему колдовство не дали. Магии вот в этом бытовом плане. Этому человеку дается для того, чтобы он менял свою жизнь. Если обычный человек возьмет мои лекции для обычных людей, начнет выдавать как свои знания, это будет воровство. Практик. Для практиков я снимаю, показываю работы, чтобы дать практикам возможность лучше работать. Очень многие проблемы, которые я хотела снять или помочь, я почему начала создавать? Потому что я не нашла таких ритуалов. Их не было. Поэтому я начала сама создавать, и они начали работать. И я помогаю практику. Теперь ему не нужно искать по 20-30 книг, покупать, там где-то что-то посмотреть, что-то поменять, как-нибудь, что-нибудь подгонять. Есть готовая работа. Это поможет ему лучше работать, лучше помочь. Понять, что из чего, происходит, как печати, порчи. Уметь себе объяснить и человеку, который пришел. И работать. Для себя. Но если этот практик берет мои лекции и пересказывает, говоря о том, что это его, он не имеет на это права. Либо он должен сказать, я пересказываю лекцию Инги Хосроевой, немного свое добавлю. Хорошо. Теперь понимаете, о чем речь? Общий доступ, это значит, человек подарил, бери, пользуйся. Но ты не имеешь права этим пользоваться, этим зарабатывать, это выставлять как свои знания, говорить людям, что это твои наработки, когда тебе это не дано. Поэтому не надо путать. Ты же даришь. Я дарю для себя, чтобы люди свою жизнь поменяли, или чтобы лучше работали, если они в этой сфере работают. Но я не сказала никому, берите, сдавайте, берите, зовите народ моими работами. Канал, в котором просто скопирован мой стиль. Никаких объяснений, что для чего нужно. Каким образом. Рунами вообще нельзя пользоваться обычному человеку. Руны могут довести до сумасшествия, до безумия. Руны очень древний знак. Чертить руны надо уметь. Надо знать, каким образом их чертят. У меня целая лекция про руны. Великие руны называются. Откройте, послушайте. Говорю вам, нельзя не потому, что я жадна. Да берите, делайте, что хотите. Когда вы идете к врачу, и врач говорит, тебе нельзя пить вообще. Он же не ради себя говорит, не для себя. Хочешь, пей. Иди домой, выпей, скажи, пошел ты к черту, будешь мне указывать. Выпей и умри. Но я объясняю, рунами категорически нельзя пользоваться обычным людям. Для того, чтобы рунами пользоваться, десятки лет люди к этому идут. Я не могу сказать, что я рунолог, хотя я умею пользоваться, я знаю руны. Но я не посмею это говорить. А люди берут руны и чертят, не осознавая. Я знала женщину, которой посоветовали, у нее там камни были в этом желчном. Посоветовали руну Иса начертить. Руна покоя, руна обездвиживания, значит, руна остановки, останавливает все, одним словом, на месте прям. Иса, она начертила на том месте, где обычно желчный. Начертила маркером Иса и сказала, что останавливает там камни, чтобы они не двигались и остались. Через 15 минут у нее начался приступ. Еле успели. Великим трудом ее спасли. Оказалось, что у нее камень поднялся и закрыл проток. И, видимо, в этот момент, когда она начертила руну Иса там, а камни так поднимаются, спускаются, особенно большие камни в желчном, они не опасны.
опасны мелкие, и песок опасен. Он может застрять. Поэтому никогда не слушайте никого раздробить, вывести. Это невозможно. Там канал очень маленький. Их выводят через... Там делают проколы, дробят, выводят, если это возможно. Если невозможно, значит, убирают желчное. Это настолько опасная вещь. И она, когда сделала этот камень, видимо, поднялся, проток закрыл, он должен был вниз спуститься, а она Иса начертила и остановила. И камень так и стоял. И она чуть не умерла. Я знала женщину, которая сходила с ума. К ней ночью приходили, открывался гроб, выходил человек. Она рунами баловалась. Объясняю людям, насколько руны опасны. А они говорят: ой, это Хусроева заладила, они хорошо работают. Они могут 1 раз работать, 2 раза, 3 раза, 5 раз. А потом ты просто сойдешь с ума или потеряешь любимого человека. Это будет. Если ты заговор неправильно произнес, мои заговоры, они просто не сработают. Если руну неправильно начертил, криво начертил, у тебя получилась совершенно иная руна, ты получишь иной результат. Будет очень поздно потом это исправлять. Дается рунами работа. Всем подряд. Кладбищенские порчи снимать. Но это реально смешно. Ну, хорошо. Некоторые вещи могут очень сильно ударить по психике и по жизни. Некоторые не помогут. Раньше пыталась спасти, объяснить людям. Сейчас не хочу ничего. Если люди, знаете, такое, от добра добра не ищут. Если люди, сидя на моем канале, делая мои работы, получили хорошее много и решили: я пойду там тоже попробую, может, там тоже поможет. Эти люди не заслуживают того, чтобы я переживала за них. Они сами сделали свой выбор. Пусть живут, как хотят. Мне не интересно. Раньше за людей воевала, пыталась им помочь, объяснить, прояснить. Сейчас я не собираюсь в какие-то войны ввязываться ради них. Абсолютно. Потому что все настолько объяснено, сказано людям. И если после этого они опять так делают, все, туда им дорога. Значит, им так надо. Значит, надо наказывать. Иногда поможешь человеку, который должен быть наказан, а он вместо благодарности тебе платит злом. Так что все приходит со временем. Так вот, копирование. Значит, человек считает, что копировать ничего такого нет. Это не аморально. Это нормально. Информационный мир, мы все там узнаем. Замечательно. Тогда зачем полностью скопированный мой стиль выставлять за свой? Что человек к этому пришел, дошел сам. Далее. Вот кто-то психолог. Неизвестно, насколько профессиональный, но психолог. Потом смотришь, резко консультации ведет, все. Стал ведьмой, колдуном. Человек бухгалтер. Обращается к тебе за помощью. Благодарит тебя. Много лет у него дела идут хорошо. Потому что, приходит к тебе за помощью, ты помогаешь. Потом узнаешь, что человек приемы ведет. Какие приемы? Спрашиваешь, что это такое? А я просто дело в том, что у меня бабушка там была ведьма, я просто не говорила. Я говорю, мне-то не рассказывай, что у тебя бабушка была ведьма или еще кто-то. Другим говори. Зачем ты это делаешь? За короткое время из цветущей женщины превращается в какое-то пугало огородное, выпитое. Потому что силой выпивают. Зачем ты делаешь это? Размытые грани, понимаете, границы. Я считаю, что ведьму, колдуна можно опознать по результату их работы.
есть результат, настоящий результат, значит, человек действительно способен. Нет результата, одна болтовня говорит не о чем. Не может человек, не имеющий никакого отношения к магии, в 40 лет, в 35 лет, не знаю, в 50 лет резко стать ведьмой, колдуном или кем-то еще. Человека силы проводят через огонь и воду и медные трубы, закаляют, учат. И к этому возрасту, к 40, там, не знаю, с чем-то, он уже известен. У него уже за плечами 20-15 лет практики. А здесь такого нет. Как может человек прийти обычным человеком несколько лет назад, потом резко стать колдуном, ведьмой? Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек увидел и захотел быть тобой, как ты. Хорошо. Значит, мне было предложено, что... Ну, раз это плагиат, YouTube разберется, пускай YouTube разбирается, удаляет, если есть плагиат. Но вы же прекрасно понимаете, что YouTube удаляет, если ты берешь, полностью выставляешь ролик человека как свой. Если человек жалуется, могут убрать. Это есть плагиат в понимании Ютуба. Не бери прям вот чужой вот, чужой ролик у себя не загружай. Песню, фильм, вот плагиат. Могут пожаловаться, могут удалить. Для Ютуба плагиат именно такой. А когда ты берешь, не знаю, быстрые деньги... Одно слово отсюда у меня, другое слово где-то в другом месте. Выставляешь похожий ритуал и говоришь, ну, плагиат удалит YouTube. YouTube в жизни не увидит там плагиата. Почему? Потому что 10 слов здесь отсюда взято, 9 слов оттуда, название там, объяснение от меня, картина другая, не знаю, стол другой, обстановка другая. Это не тот же самый... ролик, чтобы YouTube увидел и сказал, автор есть, удаляйте. Ну, тут же идиотов нет, правда, чтобы вот такое говорить. Вот был бы плагиат, YouTube бы удалил. Делать нечего YouTube, сидеть и смотреть. И, как бы сказать, нам помогать, чтобы наши труды не воровали. Вот делать больше YouTube нечего. Конечно, не будет удалять YouTube. Конечно, он в этом не увидит плагиат. Вы знаете, иногда бывает на работе, вот коллега, ты идешь, покупаешь такую юбку, на следующий день она такую же купила. Ты прическу сделала, идет она делать. Подходит ей или нет такую же прическу. У тебя такие часы, она пойдет там такого же типа, возьмет, может быть, и подешевле, но похожие. Цвет маникюра, там, лака тот же самый покроет. Такой же макияж, такие же манеры. Прям копирует тебя. И ты и говорить не можешь, потому что на тебя накинут, скажут, этот человек свободный, что он не может купить себе все, что хочет. Это что такое? Ты должна приказывать. Но ты-то видишь, кого копирует этот человек? Тебе-то неприятно. Она становится словно твоей тенью, ворует тебя, твою личность, твои слова, твои выражения, входит в круг, с которыми ты дружишь. Одевается, как ты, и так далее. Неприятно же, правда? Вроде и сказать не можешь, потому что явно же человек тебе ничего такого плохого не делает. Он же явно не говорит, я буду тебя копировать. Сказать не можешь, вот это душит, это не безысходность, потому что, ну, ты не вправе приказывать кому-то, как одеваться и что делать. Но для себя ты прекрасно видишь, кого она копирует, и это тебя выводит. Вот то же самое здесь. Да, конечно, человек может свой ролик назвать как угодно. Может похожие слова подобрать. Может немножко видоизменить и объяснение там твое выложить. И ты вроде бы не можешь приказать, сказать, я не хочу, чтобы ты так делал.
И все могут сказать, а что он не может, он свободный человек, хочет вот такой делать ритуал. Но ты-то для себя понимаешь, что это тебя копируют, в конце концов. Далее молодой человек говорит о том, что нет никакой катастрофы в том, что он копирует меня, мой стиль, похожие работы выкладывает. Правда, похоже это так условно. Там, конечно, я ритуалами назвать не могу. Это наивный набор слов. Конечно, нет катастрофы. На самом деле, когда ты берешь у кого-то, это не катастрофа. А вот когда у тебя начнут брать, вот тогда ты поймешь, в чем катастрофа. И в чем неприятное ощущение того, что тебя обкрадывают. Что ты работаешь, создаешь. Ты из этих книг, прочитанных за всю жизнь и сейчас, сидишь, смотришь, черпаешь информацию, проносишь через разум. А кто-то просто сидит, смотрит эту лекцию, которую ты, может быть, готовилась целый месяц. Каждый день переписывая, исправляя для того, чтобы лучше получилось. А человек просто посмотрел лекцию, сел и пересказал. Конечно, нет катастрофы. Особенно, когда ты не мучаешься и не создаешь. И самое интересное, я повторюсь еще раз, до того, как человек сам своими словами сказал и снял от себя ролик, его ролики были весьма интересные, потому что взято было у меня и мои мысли. Но стоило человеку сказать своими словами, и абсолютно скудный лексикон, и очень бедный текст. Вот где катастрофа. Что выглядеть умным за счет другого легче простого. Нет, конечно, катастрофы. Какая уж тут катастрофа. Очень интересно. Прям политика такая. Знаете, я обычно в своей жизни часто вижу на практике люди, которые, например, травили, да, в школе кого-то. И вдруг видят, что тот человек, которого они травили, занял хороший высокий пост, и теперь им нужна его помощь, приходят и говорят, мол, ну, это детская шалость, надо простить, отпустить. Это ж тогда было. Они учат человека, которого травили, унижали в школе, учат тому, что надо прощать. Я очень часто такое встречаю. Народы, которые уничтожили другой народ, изгнали из их земли, учат их милосердию, что надо мирно жить, любить, не помнить прошлое. Очень легко давать советы, когда ты берешь у человека его труд. Очень легко давать советы, когда ты вредишь человеку. Говорить, а что здесь такого? Нет никакой катастрофы. Согласна, для вас нет катастрофы. А для меня очень омерзительное чувство заходить видеть мою работу. Я-то знаю, чего мне стоило, чтобы это выставить. Сколько источников было перелистано, переписано, сколько нервов потрачено, сколько ночей, сколько в чем я себе отказала. Не поехала, например, с друзьями куда-нибудь поразвлечься, сказала, нет, у меня сегодня серьезная вещь, я должна сесть, и пока у меня мысль в голове есть, я должна довершить и снять. А потом смотришь, через 2 дня все разложили. Ясновидение, что будет 2024 год. Я уже стала снимать поздно специально. 1 год вообще возьму и не сниму ничего. Мне интересно, что они скажут. И этого ждут, без стыда, без зазрения совести. И они все в один голос орут, что никакой катастрофы нету.
что она пристала, ну и что? Нам тоже пришло такая же информация. Почему-то ждали все, пока я сниму, после этого к вам эта информация придет. Одним могу, и вы заметили, сколько их стало? Какие у них там алтари появились, статуи. Все забыли, откуда это пришло, кто этому научил. Но научил этому, чтобы обычные люди знали, имели представление. Я ж не сказала, вот посмотрите, берите мой труд и представьтесь ведьмами, и играйте в ведьм, и теперь смотрите мои работы, и можете все объяснить, все знаете, такие все профессора стали, давайте зарабатывать. И камни на меня кидать, чтобы я быстрее сдохла, чтобы все забыли, откуда это пошло. 0 уважения, 0 благодарности, 0. Только гавканье, только грязь. Очевидно, просто откровенная кража, воровство. И при этом меня все учат, какая должна быть добрая, хорошая. Я вот иногда сижу, думаю, знаете, вот как-то давно сняла между Сциллой и Харибдой. И то чудовище, и это. Выбирай. Безвестность чудовище. Известность чудовище. Вот я столько дала, столько подарила. А надо ли было? Сейчас на подаренном мной информации просто чешут великие могуи всех мастей. Все научились как надо, все знают, кто такие боги, как, чего. А ведь я не для этого сказала, что вы берите и обманываете народ моими знаниями. Я сказала, чтобы люди знали, понимали, о чем речь. Это информация, которую нужно было дарить людям бесплатно. Никакие карты нигде не выставила, никому сказала, давайте мне деньги, отправьте мне на карту и так далее. Я бесплатно подарила. Но вижу, что информация, которую я подарила, продают люди. И считают, что в этом катастрофы никакой нет. Для вас нет, для меня есть. Для человека, который придет, думает, чтобы практики есть. Представляете? Теперь предложили мне претензии написать магазинам, которые торгуют этими атрибутами и статуэтками. Вы знаете, с тех пор, как мой канал стал популярен, и все начали искать различные статуэтки божеств, особенно фортуны. Когда я показала, как в храмах украшали статуи богов, тем самым показывая почтение к ним, украшали различными драгоценными металлами, камнями и так далее, мы можем встретить сейчас у многих так называемых практиков одно и то же. Поставить кофе, благовоние, разложить камни, зажечь свечу, поставить цветы. Это все было сказано для того, чтобы люди знали, как обращаться к силам и получали помощь. А не для того, чтобы люди некоторые шустрые, умные взяли и начали показывать якобы свои работы и свои знания. Пусть мне кто-нибудь скажет, кто раньше заказывал чертиков, статуи, кто раньше знал, как работать со статуэтками караван, там слонов караван, верблюдов для определенных ритуалов, куклы, стражники, денежные куклы. Кто это научил и сказал? Я. Есть спрос, есть предложение. Люди начали искать. Нашлись мастера, которые начали это делать. Почему бы нет? Если они нормально делают, правильно делают, красиво, достойно. Пусть работают люди. Разве я против? Нет. Я, наоборот, показывала эти работы. Говорила, кто это делает, какие мастера. Пусть обращаются. Завтра тоже скажут. А что этих чертиков, все такое, только вы знали. Конечно, только я.
Ведь я сказала на своем канале, и после этого вы узнали, кто они, как можно к ним обращаться, что можно дома держать их, куклы, какие-то статуэтки и прочее, правда? Лампа Аладдина, уже все побежали, выставили лампу Аладдина. Прям ждут. Уже делают без стыда. Если раньше пытались это скрыть, сейчас поняв, что все равно уже и так опозорились, и так видно, и так все скажут, пусть говорят, зато я деньги заработаю, пока никто не понял. Понимаете? И омерзительно это смотреть, когда обычные бабы и мужики резко становятся магами, колдунами, чародеями, вчерашние сантехники, какие-то прорабы, продавцы там, не знаю, каких-то там приборов. Сегодня сидят и колдуют. Мне написали, там одна тоже есть магуйка, ушла в декрет, бухгалтер, и стала гадать. И там знакомые написали, тебе не стыдно, ты же вообще никогда не обладала этой силой, что ты мелешь, родовая ведьма. Она сказала, нет, не стыдно, люди дураки, сами несут свои деньги мне. Вот такое у них мнение о людях. Магия – это тяжкий труд. Я это знаю, потому что я всю свою жизнь посвятила магии. Но для этих людей это легкая нажива, потому что у них есть источник, откуда можно взять информацию и выдать за свою. Вот в чем дело. Я не удивлюсь, что у нас на канале какие-то бабы сидели, сейчас у них свои каналы, Морена, Марьяна, еще как-то себя назвали. За кадром их голос никто не знает, чтобы узнать, кто они. Съемки за кадром. За кадром я начала снимать, потому что мне нужно было алтарь показывать. И чтобы люди не отвлекались на меня, а слушали, что я говорю. Все начали закадрово снимать. У меня нет претензий к магазинам. Магазины продают то, что вы хотите купить. Но у меня претензии к вам всем. И вы знаете, что самое интересное? Ведь они все меня ненавидят, потому что я-то знаю, откуда они это все взяли. Им кажется, когда меня не станет, и если меня не станет, вот наконец-то вздохнут спокойно. Все забудут, откуда это все взято, кто их научил. И все, теперь уже у них комплекс неполноценности исчезнет. Как говорят, ученик всегда убивает учителя, да, чтобы не помнить, у кого он научился. Первое, что делает слепой, когда прозревает, он выкидывает палку, которая ему помогала передвигаться. Так мир устроен. Значит, следующий ролик снят о том, человек не может успокоиться, потому что он понял, что теперь-то уже не может так открыто брать. И снимает друг за другом оправдательные ролики. Сам себя убеждает в том, что он хороший. Говорю еще раз, ожидала более достойного разговора, но, видимо, человек умен только моими работами, как оказалось. Начинающим практикам советы. Как можно дать начинающим практикам советы человеку, который от практики очень далек? Ну, хорошо. Начинающие практики могут быть только родовые ведьмы. Остальные шаромыги. Только те, кто продолжатель рода. Есть люди, которые даже не знают свой род, но со временем узнают, откуда им это дано. Такое возможно, это очень большая редкость. Значит, человек дает наставление практикам. Я-то думала, наставление, как работать, что делать. Нет. Наставление, как сделать так, чтобы
не оставить улик, чтобы потом тебе не сказали, что ты никакой не практик, и ты был обычным человеком. Смотрите, какие интересные наставления. Как там, следы свои смести. Поскольку человек несколько лет назад спросил, могу я магией заниматься или нет, и получил ответ «нет». И очень сильно огорчился, что об этом другие помнят. Он дает наставление начинающим практикам. Никого не спрашивать о своей силе, можешь ты заниматься или нет. Вообще-то настоящие практики никого не спрашивают. Они так знают, кто они. Спрашивают те, кто не уверен в себе. Они не понимают, как это вообще бывает, откуда, что значит сила. Вот они спрашивают. Очень странно. Хорошее наставление. Наверное, по своему примеру. Чтобы, в отличие от тебя, они не спрашивали, чтобы потом нечего было предъявлять. То есть учат людей, как хорошо дурить. Я так понимаю, правда? Как сделать так, чтобы нигде никто не знал, что ты был обычным человеком. Никогда не спрашивать. Вдруг завтра ты захочешь магией заняться, а тебе скажут, а ты же говорил, что ты вообще к этому отношения не имеешь. Поэтому следов не оставляйте, нигде ничего не спрашивайте, пусть не знают. Чтобы завтра нечего было тебе предъявлять. Это не значит учить начинающих. Да, начинающих лохотронщиков, да, может быть, правильно. Сметая следы, никому ничего не говори, чтобы потом не сказали, ты был обычным человеком, сейчас говоришь, что ты ведьма и колдун. Замечательные советы. Далее. Не должны быть у ведьмы и колдуна наставники. Странно, потому что в первом ролике было сказано, что меня восприняли как наставника, поэтому и скопировали мой стиль. А тут, оказывается, не должно быть. По-разному бывает. Бывают наставники. Бывает просто бабушка, которая передала свою силу и ушла. И человек сам развивается. По-всякому. У меня в жизни, не скажу, что прям были наставники, но я их называю наставники, да. Но они меня не учили с нуля. Я уже многое знала и умела. Они мне всего лишь передавали свой опыт, свои тетради, свои атрибуты, свои наработки. И где-то и научили чему-то. Помогли мне лучше понять и новые направления освоить. Да, были как наставники, могу сказать. Но не в том смысле, что там школа магии. Просто были старые люди, уже уходили. Некому было передать, кто-то был бездетный. У кого-то дети не хотели этим заниматься. Им было это не дано или как-то еще. А чтобы легко уйти, вы прекрасно понимаете, что свою силу, свои знания надо передать. Вот они мне передавали, и через некоторое время, может, через полгода с чем-то, они уходили. Так что я могу очень смело сказать, что сила нескольких сильных практиков была передана мне. Может, поэтому мне суждено было и создавать эти работы, и как-то ко мне все это шло, вся эта информация. И очень быстро я начала понимать, схватывать на лету. И эти видения и все такое. И с каждым наставником я становилась сильнее. Они уходили, все передавали мне. Вот у меня были такого рода наставники. Может быть, даже можно сказать, что они дополняли просто мои знания. Но по-разному бывает. Иногда из видовского рода передается человеку эта сила, а потом
бабушка уходит, не успев ничего сказать, объяснить. Идут либо ее подруга, либо просто случайный человек. Призывает ее к себе. Вот моя наставница из Коми, она точно так, девочка пришла и сказала: моя бабушка вас зовет. Я говорю: а почему именно меня? Она сказала, что ей во сне пришло, что здесь есть девушка, у нее разные глаза. Это же вы? Я говорю: я. И я пошла, и она меня многому научила. Именно русской магии, равнинная магия называется. Много. И много я видела там. Люди приходили, она прям чудеса творила. Сильная женщина. Я уехала, она сказала: ты уедешь, и я умру. Так и случилось, я уехала. Не в том смысле, что ты меня не бросай. Нет, она просто сказала: ты уедешь, и я умру. Я уехала, через несколько месяцев узнала, что она умерла. Она мне передала все. По-разному бывает у ведьм. Совершенно по-разному. В этом смысле одинаковых нет. Что должна быть наставница, не должна быть. Если никого нет, то силы ведут ее, подсознательно учат. Потом приходили люди, которые мне дарили украшения своих бабушек, дедушек, знахарей, колдуней, ведьм. Дарили их книги теней, атрибуты, старинные книги. Они говорили некоторые, что во сне пришла, она сказала: вот есть такая, найдешь ее и отдай ей. Потому что это знание должно служить людям, она не должна лежать на полке и пылиться, понимаете? Так что это тоже наставничество, с того света наставничество, потому что меня видят и замечают. В этом ничего плохого нет, в наставничестве. Но в молодые годы, когда мне говорят, что бабу за 45 с чем-то кто-то учит, магии сейчас наставником является, мне смешно. Потому что в этом возрасте она сама уже мастер, зрелый должна быть. Далее пойдем. Значит, молодой человек говорит, что надо быть индивидуальностью, ни за кем не повторять. Молодец. Это хорошо, что дошло до тебя. Хотя я сомневаюсь, что ты в этом случае остановишься. Объясню почему. Вкус легких денег, он просто пьянит. Тщеславие опьяняет. Получать благодарности, получать подарки. Это очень приятно. Особенно, когда тебе стараться не нужно, ты просто всего лишь возьмешь тему и расскажешь. Правда? Это как наркоторговля. От этого не отходит потом человек. Он привык, ничего не делая, на чужом горбу въезжать в рай. И уж тем более, если уже все и так поняли, что тут скрывать. Теперь надо просто себя оправдать, там обнулить и дальше продолжать. Но с такими людьми разговаривать силы. Дальше. Значит, про атрибуты, да, опять было сказано, что вот практики имеют право ставить любые атрибуты, которые хотят. Имеют право, конечно. Потому что тем более после того, как они поняли, что статуи, чуры и так далее, ими можно работать, и они дополняют алтарь. Замечательно, делайте все. Раз уж узнали, где и как можно делать, но зачем повторять, опять же, мой стиль? По-своему делайте. Я посмотрю, вы сможете по-своему сделать? Сомневаюсь. Один в один, когда вы делаете одинаковый со мной алтарь, но мой алтарь имеет смысл. Он логичен, он о чем-то, для чего-то делается. А ваш просто для красоты, декорация, вы призываете какую-то эту силу, а там совершенно другая сила стоит для красоты. Или все, что есть, выложили.
Претензии не к тому, что статуэтки покупаете и что там в этих магазинах, почему продают. Нет, вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Просто играйте в дурачка все. Якобы не понимают, что ты хочешь, они же просто продаются. Дело не в этом, что они продаются, и почему ты там взял и сделал этот атрибут. Нет. Дело в том, что ты себя видишь неумело, глупо скопированный твой стиль. И ты говоришь, раз вы научились, раз вы начали покупать эти статуи, замечательно, покупаете. Так сами научитесь работать ими. Сами придумывайте, что с ними делать. Сами ищите информацию об этом. Зачем тогда мое берете? Вы же такие умные. Я же не имею права никому говорить, это статуи продается, и не твое дело, хотим, покупаем. Очень хорошо. Но тогда зачем мое копируете? Статуи научились ставить на алтарь? Научитесь и с этими статуями работать тогда. Не берите тогда мое. Свое создайте, и, пожалуйста, работайте с этими статуями. Почему я выставляю Гекату? Все бегут Гекату выставлять. Выставляю там Фортуну. Все Фортуну побежали, ставят у себя. Великие Магуи. Научилась куклами работать. Все куклы побежали, ставят. Не знаю. Лампа Аладдина сделала. Все лампы Аладдина повыставляли, начали какую-то ерунду гнать. Вы что, свое не хотите ничего делать? Я имею полное право говорить, господа, если вы научились делать такие алтари, как у меня, черную ткань купили, слава богам, красный, зеленый, уже различные свечи, поняли, как надо с этим все работать, очень хорошо научили вас. Но вы и тогда ставите Гекату, сами придумайте, что хотите ей сказать. Не берите мои слова и мою лекцию. Разве я не вправе это сказать? Еще как. Стразы и ткани продаются везде. Но когда ты копируешь стиль известного там портного, конечно же, он будет возмущаться. Потому что это его стиль, а ты копируешь. Как еще сказать, чтобы было понятно? Так. Дальше молодой человек говорит о том, что когда-нибудь сила выведет и покажет тебе равного, равносильного и поставить в один ряд, и это может тебя разозлить. Намек, то есть камень мой огород. Он хочет сказать, что сила вывела его равного мне, показала, и это меня разозлило. Есть французские духи Шанель, а есть копия, которые там льют в каких-то подвалах китайцы. Это не означает, что это равносильные работы, духи одного уровня. Там подделка, а здесь настоящая. Настоящих мастеров очень мало. Они не пересекаются. Они друг у друга не воруют, стиль друг друга не копируют, у них настолько свое и своей информации много, что им нет нужды это делать. Они живут далеко друг от друга и совершенно не пересекаются, потому что мастера всегда относятся с большой ревностью к своей работе. Это надо знать. Любой человек, который себя мастером называет, должен понимать, любой мастер относится с ревностью. Даже там зуботехник, или как там его называется, стоматолог, который зубы делает керамические, металлокерамические. Если человек идет к другому врачу в этот промежуток, потом пойдет к своему, тот может отказаться дальше с ним работать. Знаете почему? Потому что ему не нравится, что влезли в его работу, кто-то там что-то исправил. Идешь к ювелиру, он
его работу там куда-нибудь относишь, там неправильно припаяли, приносишь к нему, он может тебя ругать. Почему испортили мою работу? Каждый мастер очень ревностно относится, если вы заметили, к своей работе. Любой мастер. Строитель очень ревностно относится. Не любит, когда кто-то приходит и начинает указывать. Я не знаю, там автомеханик очень ревностно относится, потому что он сделал твою машину, а там кто-то влез, что-то сделал, испортили, может тебя ругать, а может отказаться дальше работать с тобой, потому что ты мою работу портишь, кому ты отвез и почему ты разрешил кому-то вмешаться в мою работу. Очень ревностно относятся мастера. Это первый признак, когда человек копирует, он не может быть мастером. Иначе бы он понимал, насколько это неприятно и какую боль причиняет видеть свои труды в другом месте. Если вы имеете в виду, что я разозлилась, потому что увидела равносильного, мне смешно. Я видела каналы, в которых по 500 000 подписчиков. Какие-то каналы магии, какого-то Симарона, какие-то любят, не любят. Много народу собрать совершенно не большая проблема. А вот собрать думающую публику, вот это трудно. За 5000 учу колдовать, магии. Миллионы людей соберутся на этом канале. Привороты делаю, еще больше соберутся. Любит Вася меня или Петя любит, еще больше соберутся. Дешевую публику собрать за короткое время ничего не стоит. А вот публика выдержанная, публика разумная, это очень сложно. Поэтому, если считается, что за короткое время много народу подписалось, это не говорит о том, что ты равносильный кому-то. Вы знаете, есть каналы, где, я не знаю, алкаши там какие-то снимаются, там столько народу подписано, как-то случайно зашла, монгол, что ли, его называют, или как там. Алкашня просто синие, синючие, валяются там, мат-перемат, дерутся. Сидят, смотрят. Кто-то задницу открыл, столько народу собралось. Какая-то тупая чипса или чикса, бикса, не знаю, как их называют, задницу показывает свою, грудь 5-го размера. Столько народу там подписано. Это что означает, что это интеллектуальная публика, за которую надо бороться? Умных людей гораздо меньше, чем дураков. Поэтому быстренько собрать за короткое время на дешевой какой-то, дешевых понтах много народу, это не значит стать равносильным человеком тому, с кем ты соперничаешь. Многие так пособрали, потом видят, что особо нету, особо денег не приносит эта публика. Ну, потому что на какую публику ты нацелен, то и ожидай от этой публики. Ты нацелен на публику, чтобы быстрее пришли, там по-быстрому, подешевле что-нибудь. Ну и народ будет такой же там собран, и не жалуйся. А такой народ не собирается не оплачивать твой труд, не ценить, не благодарить, ничего. И вот они начинают, у нас была одна баба, да, радужная, и она тоже начала уже чуть ли не проклинать, вы вот не отправляйте на мою карту деньги, а я стараюсь. Старалась она мои эти предсказания выставляла, очень сильно старалась. А потом удалила канал. Почему? Потому что толку нет. Там тоже много подписчиков. Это значит, что они равносильные мне? Нет. Не надо себя тешить иллюзией. На самом деле. Этот мир очень шаткий. Полагаться на подписчиков большого количества не стоит. Не в этом сила. А в том, насколько твои работы действительно стоящие. Со мной соперничать в этом смысле бесполезно, потому что я трудоголик. И я своими работами побеждаю. И моих работ будет столько, что вы в жизни не сможете столько дать, снять, столько издать книг, столько раздать, отдать людям. Не получится у вас ни у кого. Поэтому те, кто считает, что он равносильный, потому что пару моих лекций свистнул и пересказал,
Мне этих людей заранее жаль. Далее. Молодой человек советует начинающим практикам о себе ничего не рассказывать, ни с кем не сближаться, чтобы не было слива информации. То есть вы советуете, пусть о тебе не знают, чтобы тебе легче было обмануть, что я практик был всегда, а не наоборот. Правда? Совет такой. Чисто лохотронский. Ничего о себе не говори, чтобы потом не могли доказать, что ты вообще к практике никакого отношения не имел. Вот о чем говорит вот этот совет. Между строк читается. Слив переписки может произойти. Ну, если человек так считает изначально, с кем-то общаясь, что потом надо будет переписку сливать, ну, это человек подлый. Значит, он уже изначально нечестный, раз он об этом задумывается, что переписку не слили, значит, и он сам способен, каждый по себе судит. Слив переписки – последнее дело, и такие вещи достойные люди не делают. А причем здесь практика? Я же говорю, вот как только ролик начали снимать уже своими мыслями, а не моими мыслями, не моими лекциями, получился очень скудный и примитивный. Почему? А почему так? А где полет фантазии? А где вот эти вот высокопарные, красивые слова? А где информация такая ценная? Где? Там. Мои лекции пересказывать очень легко. Конечно, там очень умным выглядеть можно. А здесь как-то скудно. Правда? Как-то бедненько слишком. Для человека, который такие интересные лекции рассказывает. Итак, друзья мои. Я ответила на вопрос. Посмотрим, как силы ответят на все это. Моей задачей было показать, чтобы люди просто стали обращать внимание. А теперь посмотрим, этот молодой человек, когда без моих лекций, без моих мыслей сможет создать что-то интересное свое. Я очень сомневаюсь. Если уж последние 2 ролика настолько примитивные, настолько неинтересные, как только без моих подсказок и без моих мыслей, без моих слов было снято. Они оказались очень неинтересные лекции или ролики, или что там, ни о чем. Так что, господа, очень легко и просто оказаться мудрецом за счет другого. Посмотрим. Я надеюсь, больше не придется отвечать именно этому человеку. И не хочу. Я сказала, я не собираюсь никого преследовать. Силы сами находят, кого надо. Всем удачи!